Всем привет! В этом видео я расскажу про Академию Сумеру. То, что нам известно на данный момент, они уже. Как таково, Академия Сумеру – главный руководящий орган Сумеру, а также самый престижный институт во всем Тейвате, расположенный посреди ствола дерева в городе Сумеру. Он особенно известен своим собранием тайных искусств и исторических записей. Общая информация. Академия принимает студентов со всего Тейвата и часто отправляет путешествующих ученых, известных как Дриёш, в другие страны для сбора материала для исследований. Неизвестно, как долго существует Академия, но к моменту катаклизма, 500 лет назад, она уже была престижным институтом. Академия также, кажется, играет роль руководящего органа Сумеру, занимающегося большей частью повседневных дел Сумеру. У Академии 3 добродетели и 6 грехов. Увещевание, изобретательность и практика являются добродетелями. В настоящее время получение степени в Академии является заведомо долгим и напряжным процессом. Неназванный абитуриент, который был принят, заявляет, что он будет стар к тому времени, как он закончит учебу и снова увидит своих родителей. Хасейни заявляет, что люди нередко заканчивают учебу после 30 лет, и что он сам, будучи моложе указанного возраста, из-за своих исследований стал почти седым. Защита диссертации, безусловно, является самой сложной частью выпуска. Некоторые из Дриёш, с которыми встречались в других странах, выражают беспокойство по поводу поиска материала для своих диссертаций и изменили свои темы из-за смягчающих обстоятельств или отказа от рецензирующей комиссии. Айрани, откровенно боясь Академии, и упоминает, что у Сараи, которая, по-видимому, является одной из лучших в своем классе, куча отвергнутых рукописей. Подразумевается, что существуют ограничения на то, как долго студент может оставаться в Академии, не имея возможности получить высшее образование. Хасейни упоминает, что если бы он стал дастуром, он мог бы дольше оставаться в Академии, вместо того, чтобы путешествовать по Тейвату для проведения исследований. Лиза, которая в юности посещала Академию, сумела окончить ее за 2 года по продвинутому обучению и считается их лучшей ученицей за последние 200 лет. Однако она забросила свое обучение после того, как осознала цену несдерживаемой эрудиции, увидев безумных ученых в лесах Сумеру и мудрецов, сидящих в мало используемых советах. В конце концов, она вернулась в Манштадт и стала скромным библиотекарем, решение которой сильно сбивает с толку тех, кто знает, насколько она талантлива. Исследовательская работа. Помимо ученых Сумеру, Академия проводит исследования по различным предметам. Для путешествующих ученых характерно собирать материалы и проводить предварительные исследования для проектов и областей интересов своих руководителей, в то время как исследователям разрешается оставаться в Академии для проведения своих исследований. Установив, что в прошлом году электроглаз Бога не выдавался, ученые из Академии предположили, что это явление было связано с волей Архонта Электро, и в частности с провозглашением указа по охоте на глаз Бога. Эта теория оказывается неверной, когда Райден Эй рассказывает путешественнику или путешественнице, смотря кем мы играем, что она не знала, что происходит это явление, и что архонты не принимают непосредственного участия в даровании или отказе в видениях, в глазах Бога. Из-за определенных ограничений она не могла сказать, что на самом деле вызвало остановку выдачи глаза Бога. В то время как исследования в Академии имеют тенденцию склоняться к изучению древней истории, тайн, стихийной энергии и фундаментальных основ мира, она также несет исследования более научного и практического характера. Например, образование Цуюко в Академии Сумеру привело ее к мысли, что
феномен святой почвы острова Ватацуми возник не потому, что Энкономия пытается поглотить дух острова, а что является который является легендарным, который является главнейшим объяснением, а потому что морская вода, соприкасаясь с почвой, вымывает ее питательные вещества и смывает их, вместо того, чтобы подавлять Энкономию. В Ватацуми Горё Мацури восполняет питательные вещества почвы. Позже выяснилось, что Святая Земля является результатом расширения Царства Света, чьи стихийные потоки сильны в Энкономии, в то время как в Ватацуми Горё Мацури обращает это явление вспять, пробуждая Санга-Каралью, существ, которые могут разрушить мощную стихийную энергию Царства Света, во что-то более пригодное для использования человеческим царством, частью которого является Тейват. Каждый год Академия выбирает лауреата премии Пира Кавикавуса, присуждаемой молодому ученому в возрасте до 40 лет, чьи исследования считаются новаторскими и творческими, а заявлятели имеют большой потенциал. Все получатели этой премии добились большой известности в Академии. Исследования механических форм жизни запрещены в Академии, и студенты-ученые в этом рискуют быть исключены. Первоначально он был терпим и популярен среди спантомадов, но когда чрезмерно усердные исследователи начали проводить нерегулируемую вивисекцию и другие жестокие эксперименты над животными, он был немедленно запрещен. Академический прогресс. Было упомянуто несколько различных почетных знаков и титулов в связи с прогрессом человека в его исследованиях и учебе в Академии Сумеру. Дрейёж, которые обычно называют путешествующими учеными, это студенты, которые Академия Сумеру предоставила отпуск для странствий и обучения в рамках их исследовательского процесса. Прохождение одной диссертации через процесс рецензирования достаточно, чтобы закончить Академию, после чего они могут считаться формальными исследователями. Есть еще одна подгруппа студентов, которые ограничены рамками Академии и не покидают ее, пока не закончат учебу или иным образом не прервут свое обучение. До сих пор студентам этого типа не присваивались почетные звания. Дастур – формальный исследователь, который прошел через процесс рецензирования 2 диссертаций. Гербат – авторитетный исследователь, обладающий огромными знаниями и занимающийся руководящей должностью. Мудрецы также являются учеными высокого престижа и занимают самое высокое положение в Академии. На один даршан приходится только один мудрец, и им предоставляется некоторая административная власть над Академией. Например, назначение рабочих мест исследователям, включая важные должности, такие как Великий Консерватор. Они также заседают в консультативных советах Академии. Великий мудрец – абсолютный лидер Академии. Эта роль и титул суммируется с ролью и титулом обычного мудреца. Но в настоящее время мало что известно о том, какие конкретные дополнительные функции и способности подразумевает этот титул. Управление. Академия Сумеру управляет большей частью повседневных дел Сумеру и отвечает за управление системой Акаши. Системой, которая управляет знаниями как ресурсом, к которой можно получить доступ любой, кто носит терминал Акаши. Знания в Акаше собраны из мудрости населения, и информация, которая получает человек, строго регулируется Акашей. Яймика размышляет, была ли эта система придумана младшей властительницей Кусанали или мудрецами. Однако выяснилось, что Акаша была работой великой властительницы Рукхадеваты. Акаша – это проявление силы бога мудрости, но малая властительница Кусанали практически не играет никакой роли в управлении ею. Но как первый терминал Акаши, ее сознание всегда было связано с Акашей, что давало ей возможность занимать сознание любого, кто носит терминал Акаши.
Однако она заняла сознание бионической марионетки Кэтрин только из уважения к свободной воле своего народа. Выясняется, что мудрецы Академии и, соответственно, все правительство коррумпированы. После смерти великой властительницы Рукхадеваты мудрецы были разочарованы отсутствием разума у малой властительницы Кусанали и таким образом стремились заменить своего бога в попытке контролировать знания. После того, как Эль-Даторе вернулся в Сумеру, чтобы предложить свою помощь в создании нового бога, мудрецы начали собирать божественные знания от обезумевших ученых на секретном объекте, используя Акашу для создания сансары, сна для сбора энергии и распространения дезинформации о возрождении Алого Короля. Академия также является авторитарной, запрещая передачу информации из источников, не принадлежащих Академии, и требует, чтобы пьесы были одобрены Академией и были сосредоточены на одобренных Академией темах, прежде чем в конкретном итоге полностью запретить публичные художественные представления. Даршаны. Амурта – один из 6 даршанов 6 основных школ Академии Сумеру. Его нынешний мудрец Нафис. Он включает в себя такие дисциплины, как биология, экология и медицина. Распознаваемый цвет зеленый. Талисман на символе школы напоминает орла или грифона. Ртавахист. Один из 6 даршанов 6 основных школ Академии Сумеру. Его специальностью является иллюминизм или изучение звезд, и он включает в себя такие дисциплины, как астрономия и астрология. Распознаваемый цвет синий, а его мудрец Азар также является нынешним великим мудрецом Академии. Талисман по своему символу напоминает слона. Спантомат. Одна из 6 даршанов 6 школ Академии Сумеру. Его специальностью является изучение силовых линий и элементов. И он включает в себя такие дисциплины, как алхимия, наука об элементах и изучение силовых линий. Распознаваемый цвет красный. Талисман на его символе напоминает павлина с 7 перьями, представляющими 7 элементов, и деревом под ним, представляющим линии и древо Ирминсул. Хараватан. Один из 6 даршанов 6 основных школ Академии Сумеру. Его специальностью является изучение семиотики, и он включает в себя такие дисциплины, как лингвистика и изучение древних рун. Распознаваемый цвет черный, а его мудрец Хаджи. Талисман на их символе напоминает быка. Вахумана. Одна из 6 даршанов 6 основных школ Академии Сумеру. Его специальность – этиология или изучение причин и смыслов чего-либо, и охватывает историю и социальные науки. Распознаваемый цвет – желтый. Талисман по своему символу напоминает лошадь. Кшахривар. Одна из 6 даршанов 6 основных школ Академии Сумеру. Его специализация – технологии, и они в основном отвечают за архитектуру и решение головоломок. Распознаваемый цвет – белый. Талисман по своему символу напоминает льва. Другие институты. Бимарстан. Бимарстан предоставляет жителям Сумеру бесплатные медицинские услуги от Академии. Врачи здесь исследователи и студенты из Амурты. Дом Даэны. Библиотека Академии, хотя теперь она используется гораздо реже из-за недавнего стремления Академии полагаться на Акашу, исследователи и студенты могут брать здесь книги по общим знаниям. Некоторые книги открыты только для исследователей более высокого уровня для использования в их обзорах литературы. Дом Даэны управляется великим хранителем, который отвечает за коллекции библиотеки. Академия ищет нового великого хранителя или консерватора после того, как предыдущий объявил о своей отставке. В настоящее время 2 главными кандидатами являются Рифаэт и Викрам. Пардис-Дьян. Пардис-Дьян – исследовательский центр ботаники, которым управляет Амурта. Технари поддерживает тесные отношения с исследователями Пардис-Дхьян, хотя обычно избегает города Сумеру и самой Академии.
Этимология. В английском названии используется древнегреческий термин «академия», от древнегреческого слова «академия». Известная школа, основанная философом Платоном, от которого произошла нарицательная академия. Это подчеркивает научный и философский характер академии. В китайском названии используется термин, буквально означающий институт религиозного указа. Вот сейчас символы появятся, где религиозный указ с китайским обозначен вот этими вот символами. Также используется для обозначения указа в католическом каноническом праве или фетве в исламском праве. Это подчеркивает теологический и юридический характер академии. Японское имя соответствует китайской интерпретации, а корейское имя следует английской интерпретации. 6 даршанов происходят от садарсана, санскрита буквально 6 взглядов, 6 прозрений, 6 школ астика, индуистской философии. Несколько терминов, связанных с Академией Сумеру, заимствованы из зороастризма и авестийского языка. Китайский эквивалент 6 даршанов, 6 великих школ с китайского, которые происходят от китайского общего названия зороастрийской Амеша Спента. Буквально вот так вот. 6 великих небесных посланников, ангелов, которые являются 6 божественными эманациями Ахура Мазды, божества создателя в зороастризме, чье имя переводится как «владыка мудрости». Они названы в гатах сборники из 17 песен, записанных в Авесте. Как на английском, так и на китайском языке имена даршанов основаны на божествах в Амеша Спента. Амурта происходит от Амередат, Хараватат от Хаурватат, Кшахревар от Кшатра Вайрия, Шахревар, Спантамат от Спента Армаити, Спандармад, Ртавахиста от Ашавахиста и Вахумана от Вохуманах, Вахман. Подробности. Так, почетные знаки на авестийском фарсе в Сумеру Академии особенно фонетически транскрибируются в оригинальной китайской версии, где вместо этого иностранные термины и понятия обычно переводятся на китайский язык. У каждого из 6 даршанов в китайской версии есть 2 названия. Одно основано на специальности школы, а другое является фонетической транскрипцией названия, вдохновленного авестийским языком. Например, спантамат упоминается как Сулюмпай, школа элементов, так и Сибандомо, спантамат. В английской локализации оба имени обычно переводятся как имя, вдохновленное Авестой. Дриёш китайский, дилюэщи, термин для странствующих ученых, не достигнувших статуса дастур, взят из среднеперсидского. Вот сейчас я не знаю, как это прочитать, потому что я персидский вообще не знаю. Что означает бедный или тот, кто живет в святой нищете, которое само происходит от авестийского дригу, нуждающийся нищий. Среднеперсидский дриёс это корень слова дервиш, от персидского дарвиш. Ученый-аскет, которые искали духовных заслуг и спасения через добровольную бедность, нищество. Дастур, с китайского то-ша-до. Один из почетных знаков Сумеру Академии для исследователей, вероятно, происходящих от титула зороастрийского первосвященника Дастур. С персидского Дастур буквально рука-кулак. Хербат, с китайского хеботу,
который стоит выше Дастура в иерархии Сумеру Академии. Изначально был термином для зороастрийских первосвященников, которые обучали других священным текстам, а также переводили и интерпретировали Авесту. Однако позже Гербат утратил свое престижное звание и стал низшим рангом жрецов. Над ним Мабат, а Дастур высшим рангом. Премия Кавикавуса может быть получена от мифологического шаха Кая Кавуса, короля династии Каянов. Среди легенд Кая Кавуса его изобретение летающего трона, приводимого в движение хищными орлами, которому удалось перевести царя в Китай до того, как орлы устали и уронили трон. Другие названия. Мудрец был первым титулом в Сумеру Академии, который упоминается в игре, и, возможно, из-за этого он не является транскрипцией терминологии других языков. В оригинальном китайском тексте для этого титула используются два разных термина. Сянзе, талантливый человек, является более распространенной формой, а Зизе, мудрец, также использовался. Махаматра, санскрита Махаматра, офицер высокого ранга. Полный титул Дхама Махамата. Были офицерами морали, назначенными индийским императором Ашокой, и отвечали за религиозные дела. На китайский язык этот титул переводится как Да Фэнг-Джи Гуан, великий дисциплинарный чиновник. Они фонетически транскрибируются в санскрит. На этом все. Большое спасибо всем, кто смотрел, точнее слушал это видео, потому что это больше было как для прослушивания. Ну, те, кто будет смотреть с субтитрами, то для прочтения. Большое спасибо еще раз. Поставьте лайк этому видео, посмотрите другие видео на моем канале и не забудьте подписаться. Ну и на колокольчик жмякнуть. Еще раз большое спасибо. Увидимся в других моих видео.